Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Не знаю, как у вас, а у меня накопилось очень много капсул от киндер-сюрпризов, пластиковых яиц и контейнеров от мелких игрушек. Конечно, их можно выбросить, но на самом деле это прекрасная основа для творчества. Предлагаю сегодня утилизировать такой мусор, сделав из него очень красивые желуди для декора дома. Кстати, такие желуди подойдут как для осеннего оформления, так и в качестве новогодних елочных игрушек. Ну что, приступим к работе. Для первого вида желудей нам понадобятся капсулы от киндер-сюрпризов или других похожих сладостей. У меня прозрачные контейнеры от шоколадных шаров Чупа-Чупс. Берем наждачную бумагу и как следует шлифуем пластик, чтобы убрать весь блеск. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем краска хорошо держалась на пластике. Нарезаем проволоку на отрезки длиной примерно 20 см. У меня проволока сразу коричневого цвета. В работе она будет смотреться очень натурально. Но если вдруг у вас такой проволоки нет, можно взять и обычную серебристую и по желанию в дальнейшем ее подкрасить. На каждом отрезке проволоки с одного края круглогубцами делаем петельку. Шилом прокалываем в каждой капсуле по 2 отверстия. Одно снизу, второе сверху. И надеваем капсулу на проволоку. Петелька у нас служит фиксатором, чтобы капсула не слетала с проволоки. Дополнительно я промазала полимерным клеем проволоку изнутри, а также склеила половинки капсулы вместе, чтобы она уже не раскрывалась. Пока клей сохнет, наплетем косичек из джутового шпагата. Я плету в 6 нитей, чтобы косичка получилась пошире. Чтобы косичка не расплеталась, фиксируем ее кончик капелькой термоклея. И делаем косой срез, чтобы стык косички в дальнейшем был менее заметным. И с помощью термопистолета оклеиваем косичкой верхние половинки наших будущих желудей. Чтобы убрать торчащие ниточки, аккуратно опаляем шляпки желудей над огнем. Только делайте это очень осторожно, чтобы не обжечь пальцы. Если сравнить обожженный желудь с необожженным, хорошо видно, что у него не только убрались торчащие ниточки, но и немного изменился цвет. Он стал чуть темнее. В Леруа я купила пробники краски, и одним из них решила раскрасить желуди. Цвет называется «Благородная глина». Краска мне, кстати говоря, очень понравилась. Она глубоко матовая, укрывистая и очень прочная после высыхания. Так что обязательно куплю себе еще несколько пробников. Желуди я советую раскрашивать плоской синтетической кистью, вертикальными мазками в 2 слоя с обязательной промежуточной просушкой. И по желанию можно немного затонировать этой же краской джутовые шляпки, чтобы подружить между собой верхнюю и нижнюю часть желудей. Пока краска сохнет, сделаем листочки. Их я буду делать из мешковины. Вырезаем из мешковины листочки по шаблону, который вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. В принципе, у меня мешковина не сыпется по краю, но я решила все равно дополнительно опалить края над огнем. Это не только еще лучше закрепит нити, но и добавит немного подпалин, что, на мой взгляд, смотрится интересно и оригинально. Осталось закрепить листочки на желудях.
Для этого подгибаем проволоку и формируем петельку, за которую в дальнейшем можно будет подвесить желудь. Листочек сгибаем пополам, а оставшийся хвостик проволоки промазываем с нижней стороны термоклеем. Прикладываем листочек так, чтобы проволока оказалась сверху по центру. Теперь промазываем проволоку термоклеем сверху и складываем лист пополам, так, чтобы проволока оказалась зажата внутри листочка. Пальчиками проминаем место склейки, чтобы лучше зафиксировать проволоку, и разворачиваем листочек. У нас появилась центральная жилка, а за счет того, что внутри этой жилки проволока, листочку можно придать любой изгиб. Все желуди я собрала в гирлянду на белый шнур. А чтобы смотрелось интереснее, я чередовала разное количество желудей. То соединяла по 2 желудя вместе, то по 3, а где-то оставила по одному. В качестве ярких акцентов добавила красных ягод, купленных на AliExpress. А на концах гирлянды закрепила по 3 дубовых листочка без желудей. Такой гирляндой можно украсить дверь, закрепить ее на перилах лестницы или просто повесить на стену. Смотрится она очень нежно и воздушно, а главное, делается практически из ничего и достаточно просто. Для второго вида желудей нам понадобятся пластиковые яйца. Их мы также шлифуем наждачной бумагой, чтобы убрать весь блеск. Проволоку в этот раз берем длиной примерно 40 см. Также делаем петельку с одного края. Яйца прокалываем шилом сверху и снизу. Вставляем проволоку так, чтобы петелька оказалась с заостренной стороны яиц. Фиксируем проволоку полимерным клеем и склеиваем половинки яиц, чтобы они больше не раскрывались. Можно, конечно, просто раскрасить яйца акриловыми красками, но все-таки для большей надежности я оклеила яйца в один слой бумагой тишью. Также можно использовать обычные салфетки или туалетную бумагу. Клей ПВА я немного разбавила водой, так с ним удобнее работать. Даем полностью высохнуть и теперь уже раскрашиваем акриловыми красками. Нижнюю часть желудей я раскрасила краской цвета охра, а верхнюю часть темно-коричневой. А вот с дальнейшим декорированием желудей, точнее с видами шляпок, возможны варианты. Я остановилась на 3, так как для них у меня были все материалы, и мне показалось, что они самые интересные. Первый вариант – это щепа для копчения. Выбираем примерно одинаковые по размеру щепочки и с помощью термопистолета приклеиваем их ряд за рядом, формируя шляпку желудя. Причем первый ряд приклеиваем плотно прилегающим к основе, а остальные под углом. И каждый последующий ряд клеим, немного перекрывая предыдущий ряд, будто укладываем черепицу. Хоть щепочки ложатся достаточно плотно друг к другу, но все же основа в некоторых местах проглядывает, поэтому мы ее и красили в темно-коричневый цвет. Так она смотрится очень естественно.
У меня эти желуди будут собраны в подвеску с другими видами желудей, поэтому их цвет меня не устроил. Для моей задумки они оказались чересчур светлыми. Темно-коричневой краской и плоской кистью я прошлась по самым выступающим местам. Но если бы они у меня использовались самостоятельно, то шляпки красить я бы не стала. Не окрашенные они, на мой взгляд, смотрятся намного интереснее. Для второго варианта желудей нам понадобятся шишки. И чем они крупнее, тем лучше. На 2 желудя мне понадобились 2 вот такие большие шишки. Разбираем их на чешуйки, и лучше это делать ножницами или плоскогубцами. Все чешуйки немного укорачиваем по длине, то есть оставляем самую прочную и яркую часть. Занятие это достаточно грязное, но зато желуди с такими шляпками мне понравились больше всего. И начинаем оклеивать шляпку желудя чешуйками. В самом первом ряду размещаем самые крупные чешуйки, а в самом конце клеим самые маленькие. Чешуйки старайтесь размещать в шахматном порядке, вплотную друг к дружке, так, чтобы оставалось как можно меньше просветов. И третий вариант желудей с шляпками из кофейных зерен. Как вы уже поняли, нам нужно просто оклеить шляпки желудей кофейными зернами. Но чтобы желуди смотрелись еще интереснее, я рекомендую вам чередовать внешнюю и внутреннюю сторону зерен. То есть в первом ряду располагаем зерна внешней округлой стороной вверх, а в следующем ряду зерна клеим внутренней частью наружу. Дальше снова округлой стороной, потом плоской. И так ряд за рядом поднимаемся к макушке. Самый первый ряд располагаем плотно прилегающим к основе, остальные ряды немного под углом. И сами зерна стараемся клеить в шахматном порядке. Можно оставить желуди и так, но мне захотелось сделать их золотыми. Тем более, что золото хорошо сочетается со всеми оттенками коричневого цвета. Раскрашиваю сами желуди золотой краской в один слой и немного тонирую шляпки. Пока желуди сохнут, сделаем дубовые листочки. Большой шаблон вы также найдете в описании под этим видео. Переносим его на мешковину и вырезаем нужное количество листьев. По желанию обжигаем края. И чтобы еще лучше защитить край от осыпания, наносим акриловый контур. Кстати, контур я использую самодельный. Как его сделать, смотрите в подсказке и в описании под этим видео.
Сначала я нанесла контур с одной стороны листочка, дала ему высохнуть, потом нанесла его с другой стороны и также оставила на просушку. Из проволоки у желудя делаем петельку для подвеса, а к оставшемуся хвостику приклеиваем листочек. Делаем это так же, как и с предыдущими желудями. Сначала промазываем термоклеем низ проволоки, прикладываем листочек, сгибаем его пополам, промазываем верх проволоки и запечатываем проволоку в листочек. В итоге у меня получилось 6 желудей, по 2 штуки каждого вида. Я разделила их пополам и собрала в 2 подвески. Собирала на джутовый канатик диаметром 6 мм. Так же, как и гирлянду, дополнительно украсила подвески красными ягодками. Такой декор смотрится очень уютно и романтично, а что самое главное, он впишется в интерьер и городской квартиры, и загородного дома. В следующем видео я продолжу тему осеннего декора и покажу еще несколько интересных мастер-классов. Так что если вы до сих пор еще не подписаны на мой канал, скорее подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Надеюсь, это видео вам понравилось, и если это так, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. Ну а на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем отличного настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.